Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, создание структуры вечности. В данной теме я показывал, каким образом, в случае, если мы делаем управление, например, в структуре управления целевого, где есть оптическое выражение, мы можем, например, в поисковой системе найти структуру вечности, а можем просто-навсего при необходимости ее создать, в принципе, в той же точке управления. То есть первая поисковая волна, она попадает часто в тот же самый уровень совершенно, по месту, по времени. Разница только в том, что когда мы делаем управление от себя, то в поисковой системе мы видим структуру как бы собственной личности, собственного управления. То есть расширяем в поиске свою собственную систему управления, то есть как бы расширяем информацию о себе, да, фактически о физическом уровне, об организме своем, вплоть до этого. А если мы строим вечность, именно структуру создаем, вокруг которой уже возникает реальная вечность, то тогда мы работаем больше внешней средой. Поэтому, когда мы работаем в технологиях именно вечного развития с точки зрения управления, где вечность — это есть путь, фактически мы же строим структуру собственного пути в информации. И в этом случае здесь надо подразделять как бы личностный принцип, это поисковая система, или же внешнее управление, так скажем, создание структуры из внешней среды. И если вы, например, берете какой-то камень в руки, и структура вечности как бы перетекает, да, к вам, и это ощущение, пусть даже небольшой камушек, имеющий структуру вечности, сохраняется и фактически возобновляет вот эту волну вечности из просто ощущения, то получается, что в случае, если вы находите другую какую-то вещь, где эта структура не выявлена, например, человек что-то шьет, и тогда в этой иголке найти вечность — это, в общем-то, подвижная величина, и сама иголка. Поэтому получается, что здесь проще создать структуру. И вот это управление, в плане интеллектуального, так скажем, управления, где выбор решения, какой вам уровень сделать, либо это будет все-таки поисковая система, да, вы просто видите, где вечность, и по ней развиваетесь. В информации вы должны в этом случае увидеть себя в структуре именно светооптики вечности, что вы находитесь внутри системы, тогда вы вечно развиваетесь. Ведь мы же должны уметь развиваться вечно, так же, как делает Бог. Он делает импульс вечности, но он же точно знает, что он вечен, да, при этом. То есть у него знание внутри системы, знание в нем самому — это и знание личности. По большому счету личность определяет свою собственную позицию в этом мире. И получается, что тогда мы можем сказать, чтобы нам также гармонично воспринимать, как Бог делает вечность, и, например, в случае даже лечения, да, например, мы кого-то лечим, нам нужно точно знать, что человек будет излечен, например, в нужное время. В этом случае именно создание структуры вечности — это достаточно эффективная величина, контролируемый по времени процесс. Потому что если мы вечность можем построить, то, в общем-то, контроль времени — это достаточно, получается, уже в большей степени производная система действия. Ибо если строить вечность, то мы же по структуре времени должны сделать как опорные системы вечности. Что есть вечность? Это как бы бесконечное время. Фактически мы имеем в каждом элементе развития бесконечное время. То есть каждое развитие, если рассмотреть некое колесо, да, времени или событий, оно начинает увеличиваться, чем дальше от вас события. И поэтому объем внешней этой реакции, да, внешнего света, он существенно больше из будущего, чем из текущего или из прошлого даже времени. Ведь будущее в этой концепции оно бесконечное, а прошлое, в принципе, считать бесконечным можно, но только как бы умозрительно. А будущее реально бесконечно с точки зрения дифференциации в сознании. И получается, что внешний свет будущего, он гораздо больше по объему. Колесо это увеличится все время. Если мы как бы катнули это маленькое колесо, то оно в будущем очень большое. Представьте простую задачу. Колесо увеличить, как с ним справиться, да? С этим светом, который идет в текущее время. И таким образом создание бесконечного времени, то есть создание именно структуры вечности, это есть действие по контролю большой динамической системы, и которая начинает действовать, как только вы решили этот привод как бы осуществить. Потому что здесь очень важен уровень личного решения. Если в поисковой системе вы просто находите и, в общем-то, нейтральный уровень
действия вашей личности, вы находите структуру вечности и по ней просто идете. Ну, по разным технологиям, да? То здесь, получается, именно решение имеет значение. Вы решаете в какой-то момент это колесо запустить, и вы начинаете получать эффект такой, что при большом количестве событий, при этом контролируемость каждого частного события существенно возрастает. То есть за счет того, что большой массив света начинает как бы продавливать вашу частную инициативу вот, в событийной линии. И получается, что вот плоскостной, так называемый основной уровень позиционный, вообще и физический на уровне структуры вечности, это есть решение частных задач за счет очень большого количества информации, как бы света. То есть у вас есть частная задача, любая, там, пойти в магазин, например, да? Вам нужно что-то купить, возможно, вам нужно обязательно. Могут быть такие ситуации. Ну, хотя это такая частная, может быть, задача, но она может быть связана со спасением. И тогда, получается, вам нужно, чтобы вот этот большой массив света спроецировался на, как бы на вечную вещь. Вот, вещь сама по себе вечна, локальная, а восприятие отдаленного уровня реакции, что ли, сознания, эта вещь должна быть вечной. То есть внешний вечный свет все воспринимает как вечность. То есть мы что делаем? Мы берем и этот свет, рассматриваем с точки зрения живого света, который действует как живая субстанция. И вот этот уровень, он начинает по-своему воспринимать то, что вы видите обычным физическим зрением. Да? Вот вещь, которая имеет частный характер, она может там деформироваться, изнашиваться, но тем не менее внешняя среда в том же практически материальном поле воспринимает ее как вечную структуру. Тогда в этой вещи вы как раз-таки имеете и структуру фактически управления, то есть обогащение как бы тела, что ли, физического, вот этой структуры вечности, то есть через вещи вы начинаете выводить структуру вечного развития. Вот здесь тоже, кстати, принципиальная, в общем-то, разница, когда мы строим структуру самостоятельно, мы как бы вытягиваем структуру на себя и можем делать свою тканевую систему вечной из локального там уровня какой-то материи, и даже из вещей. Ну, предположим, принцип талисманов, да, почему фиксированная сейчас ситуация действует какое-то пролонгированное время. Например, сейчас хорошо, талисман считается, что он срабатывает. Действительно, видимо, можно так считать с точки зрения вот этой идеологии, что в будущем талисман, который зафиксировал информацию вечность сейчас, информацию статуса некого события, да, благоприятного, он начинает где-то отрабатывать. И получается, что с этой позиции, в данном случае мы говорим не про талисманы, а про системность, которая должна исполняться обязательно. Поэтому мы должны разобраться в структуре принципиально, как вообще управляется вот эта, как бы, фактически она действительно очень огромная система световая, но как она управляется с пользой для нас, там, для здоровья, для событий и так далее. Получается, что мы должны совершенно четко дифференцировать следующий подход, что управление любым, в том числе очень большим массивом, получается именно информация, когда она в динамике. То есть, когда динамичная информация, некая большая масса информации, значит, каким-то образом с вами соприкасается, мы должны управлять этим элементом. И как только мы отрабатываем этот подход, масса может быть не обязательно выявлена, это может быть просто некая бесконечность, которая соприкасается с вами. Что все время и происходит с человеком, он все время соприкасается с некой бесконечной средой, визуально, по крайней мере. Если он посмотрел на небо или считает, что он вот этот внешний контур воздуха, а все остальное бесконечность, то человек, в общем-то, в этих условиях находится, и с точки зрения логики, вот управление этими процессами, это все равно процесс привычный на определенном уровне души человека. Ведь Бог, который создал реальность, Он создал контурность реальности, Он создал уровень, где реальность перетекает в структуру личности человека. То есть, если Бог смотрит на, например, всю реальность, Он видит и реальность, и личность одновременно. То есть для Него есть уровень, где личность и реальность — это условия, действия, они таковы, что там часто только видны задачи личности. Вот чтобы Богу определить, что человеку нужно, ему достаточно посмотреть на любой элемент реальности, он сразу знает про уровень задач. То есть вот переход, что ли, переток в реальность, если ее рассматривать как вечную величину, значит, именно личности для Бога это, в общем-то, очень гармоничная задача вечного развития. То есть Бог в каждом действии способствует вечному развитию человека. И если мы начинаем этот контур Бога
видеть это управление Бога, то получается, что мы вот этот уровень вечности делаем таким, что привносим туда уже личностный элемент каждого человека. То есть, ну, например, ваш личный уровень управления, который позволяет вам выявить свою собственную субстанцию при там, макроракурсе или там, личном ракурсе в каких-то событиях. Вы начинаете видеть, что любая разреженная даже среда, ну, казалось бы, бытовая среда, она является вечностью, потому что вы ради этого идеологически работаете. То есть вы приводите структуру управления к своим собственным как бы, концепциям, и вечность становится незаметной. И вот первый фактор управления бесконечной средой — это незаметность механизма управления. Вот как держится структура там, микромира? Ну, в принципе, понятно, что какого-то внешнего большого рычага нет, да? Но тем не менее все-таки микромир, он существует, и молекулы не распадаются. То есть существует какая-то внешняя концентрация, как бы незаметная, да, с точки зрения духовного познания, которая держит структуру в условиях именно практически нормы. И получается, что если мы хотим понять, как любое плотное вещество, значит, управляется, да, с точки зрения структуры внешней реальности, то получается, что вот этот уровень управления именно, это есть, в принципе, определенный все-таки механизм, но он не заметен, например, там, физическому зрению. И тогда получается, что вот это плотное вещество, например, там, поверхность стола с определенной толщиной, да, просто, значит, ну, верхняя панель стола, если мы возьмем там, квадратный сантиметр этой панели, то получается, что мы, например, можем тогда рассмотреть, если вот вдуматься в эту систему, что собирает этот квадратный сантиметр с точки зрения информации, так скажем. Рассмотреть вот это давление внешнего света, то получается вот логически, да, что незаметный внешний свет, он мощнее, собственно говоря, сильнее, чем вещество. Вещество не разлетается. Значит, ну, мы исходим из принципов равности объекта информации. Получается, что-то должно быть механически сильнее, чтобы существовал этот микроуровень. Да? И получается, вот этот микроуровень, это даже, кстати, не физика в обычном понимании, я пользуюсь именно структурой логики сейчас в управлении. Как размышляет, например, духовная структура, как например, там, излечить заболевание, если там есть плотные массы у человека, да, какие-то там опухолевидные системы. Получается, мы должны просто внешнюю оптику как бы расконцентрировать. И получается, исходя из этого, если мы концентрацию уменьшаем управление, то мы просто должны выявить механизм, как бы вот этот, ну, незаметно, здесь уже так, можно только схематично назвать, потому что можно видеть всегда любую реальность. Главное, знать, с какой стороны посмотреть. Да, вот есть призма, с разной точки зрения в кристалле видно разную величину. То же самое здесь. Смотря как посмотреть, в логике или там духовном, тогда можно найти подход к управлению. Так вот, здесь мы видим, что вот связь вот этой, ну, как бы незаметной величины с микросистемой, это есть переход микросистемы как бы в более широкое качество для другого восприятия. То есть тело человека фактически воспринимает на одном уровне микровеличину, а на другом воспринимает бесконечное свойство этой величины. И получается, что, ну, то есть бесконечный луч света некий. И чтобы создать вечность здесь, например, да, я решил, чтобы стол, например, не ломался длительное время, взял и закрепил пару молекул здесь этим светом, усилил просто. Тогда контур, вообще говоря, действительно сразу начинается интенсивное свечение увеличивается, то, ну, как бы полевые структуры увеличиваются, и свойства в структуре пространства данного объекта или стола, например, увеличиваются с точки зрения защищенности и так далее, и так далее. То есть информативно складывается область событий, которая более благоприятна для длительной там, службы стола, например. То есть это можно делать по отношению к любой вещи. Но если мы, например, хотим в качестве диагностической системы поставить одну молекулу на обуви, а потом, исходя из этого, критериально получать сигнал, что ничего не происходит с тем человеком, который данную обувь носит, то мы можем это сделать. Достаточно одну молекулу заактивировать в плане разницы. Вот есть обобщенная структура неких потоков, да, которые формируют микросистему. Мы берем и молекулу чуть приподнимаем, информативно просто. Она как бы как некий индикатор. Если внешние события, то есть на эту молекулу давит
линия событий, которая существует и которая уже после вмешательства вашего. То есть вы маркируете собственное действие. На обычном уровне вы как бы ничего не делаете с понятием вечности, вы просто берете и работаете на одной величине. Как только другая величина, а вечность начинает как бы уже давить на то, что вы сделали, да, приподняли молекулу. И вот на разнице, как между экранами, видна событийная структура. То есть можно смотреть, где есть норма событий, где есть норма здоровья. И если повреждается что-либо, ну там, обувь, или вообще возникает какая-то ненормированная фаза в отношении с тем уровнем, ну, с которым вы работали, то вы можете это воспринять гораздо быстрее, практически сразу управлять этой системой. Ведь Бог, Он постоянно смотрит, фактически помогает людям нормировать в сторону вечности свою жизнь, и Он же для этого часто использует, ну, там, один маркерный уровень, то есть один сигнал. То есть фактически Он в любой точке понимает все. И вот если мы начинаем вот эту систему приводить уже к себе, ну, как бы подтягивать вот это понимание, да, до уровня там, физического тела, то получается, что мы уже тогда действительно в реальном времени там, лечим заболевания только за счет того, что мы эту линию, этот луч, собственно говоря, как бы позицию тела, то есть информация тела переходит в светоуровень тела, и вы за счет знания собственного тела, собственно говоря, делаете управление напрямую на клеточный уровень. То есть так можно лечить вот прямо конкретно, работая без, ну, как бы, без понятия даже информативной, что ли, в большей степени среды. Там получается, что вы прям ощущаете, видите, как вы с клетками работаете, как будто там, ну, руками, собственно говоря. Как будто это продолжение вашего тела. Прямая работа. Так вот это вот и есть структура, фактически как бы лучей вечности. Потому что структурно вечность содержит в себе весь объем информации. И если информация вашего тела это, ну, некая там область А, например, да, то информация, к которой вы подходите, содержит все, что связано с вашим телом. То есть есть места, где нет вообще никакой разницы. Сигнал практически мгновенно доходит до уровня действия. И вы работаете как будто напрямую, ну, то есть без опосредованной величины. Единственное, в чем разница, там отсутствует элемент как бы внешнего пространства, чтобы стол там был вечный, нужно, чтобы любой сигнал проходил и его как бы не задевая. И вот здесь возникает следующий уровень управления, что на следующем структурном, как бы аксиоматическом уровне возникает необходимость построения величины, которая как бы прозрачна, она незаметна с точки зрения внешних сигналов. И тогда величина как бы не изнашивается. Да? Любой уровень управления внешний, он проходит через выявленную величину, а величина оптическая, там, тело человека или какое-то действие, любой объект физической или информативной реальности, при этом сохраняет форму, цель и развивается в первичном плане. Тогда получается, что здесь главное, нужно рассмотреть первичный уровень, что заложено как, ну, программа или задача развития. И в первичном плане, да, для человека нужно посмотреть, когда человек был создан Богом. Он же тоже был создан Богом именно в вечности. Понятно, что люди рождаются, но с точки зрения Бога Он же создал изначально всех людей по какому-то своему все равно критерию познания или там, действия с точки зрения человека. И есть некое поле, где люди, ну, так скажем, живут, они имеют собственное развитие, собственный уровень как бы, действия в плане там, интеллекта, в плане как бы макроразума, так скажем, вселенского, вот есть такие понятия разума, какие-то вот системы взаимоотношений. То есть мы попадаем фактически в систему взаимоотношений всех людей. Один с каждым или там каждый с одним, причем здесь время уже не имеет значения. Человек может прочитать книгу более ранних веков, там, осмыслить какое-то будущее. И вот мы попадаем как бы в некую такую квинтэссенцию как бы продукта мышления и Бога, и как следствие, значит, понимания Бога человеком. То есть Бог продумал, а человек понимает, что вот в этом месте думал Бог. И когда мы начинаем мышление Бога анализировать с точки зрения динамики, то здесь получается, что, ну, именно познание, динамики действий, то получается, что Бог мыслит так, чтобы человеку было понятно конечное его знание. То есть Бог тоже может промысливать какие-то предварительные фазы, так же, как делает человек.
и давать результат, например, да? Значит, так как Бог тоже человек, получается, что здесь существует именно уровень контактности. Что нужно сделать, чтобы вот Бог там создал мир и показал концентрацию управления, а как сделать, чтобы было более понятно, да, более структурно, и как сделать, чтобы каждый элемент мира был понятен в своем создании для человека. А для этого вот как раз-таки нужно вектор вечности, то есть придать именно вечности и определить для вечности векторальный тип, то есть задать конкретное направление, куда вечность развивается в вашем понимании. Например, мы хотим там, что-то построить, предположим, в управлении и решили создать структуру вечности, хотя бы один элемент. Тогда мы должны знать с точки зрения, вот в отношении нашего, своего тела, человек, или просто тело как человека, да, скажем там, может быть такой термин, как просто обобщенное тело человека. Значит, здесь куда тогда вечность, вообще говоря, определяется, куда она движется, какие основные процессы этой вечности расформировывают, там что-то они, негативное, например, или они, может быть, просто распространяются как некий свет. Вот мы должны все-таки некую динамику, некую векторность определить для этого понятия. И когда мы начинаем уже с точки зрения, вот, то, что я сейчас в лекции сказал, рассматривать уже динамический, как бы векторальный тип, то есть уже мы начинаем видеть, что есть векторность, то есть собирать образ, то здесь получается, что основным элементом управления уже на этом уровне является собирание образа. То есть вы начинаете некий абстрактный, как бы на уровне ассоциации, образ собирать, который уже говорит о том, что вы построили вечность и в вечности развиваетесь. То есть объект сам вы не трогаете, который вы построили. И таким образом получается, раз вы не трогаете, объект не трогает вас. Или он не задевает никаких элементов информации. В чем структура вечности, что при соприкосновении одного объекта и другого вы как бы не оставляете действия. Бог все видит, все знает, помогает, но при этом он же не так часто там рядом, да, физически перемещается. И получается, вот здесь вот элемент управления такой, что значит, вот эта контролируемость большого массива, опять то, что я говорил, контроль большого массива за счет того, что соседние действия как бы не объявлены друг по отношению к другу, значит, возникает вот этот уровень некой неожиданности, некой величины, которая там неизвестно почему существует вообще, например, неожиданность с точки зрения данной технологии. Потому что, чтобы величина была неопределенной, такое свойство, такой вектор должен существовать, вообще в пространстве информации. Ведь по логике же Бог мог создать просто реальность и все распределить там буквально по часам, по задачам, какая ему разница. Значит, но здесь вот с точки зрения именно задачи управления вот, личности, да, когда человек делает то же самое, что делает Бог, по крайней мере, с точки зрения вечного развития, нужны механизмы. Вот, и неожиданность, некая неопределенная величина, получается, что здесь выглядит как система все-таки управления. И если мы начинаем тогда анализировать, вот как, например, излечить болезнь, которая, в общем-то, с точки зрения созидательного вечного развития, это все-таки иногда или там почти всегда для некого класса заболеваний это неожиданная величина. И в принципе, как бы неожиданная, да, значит, для тех, у кого там прогностика развита, он может либо делать, либо там что-то не делать, ждать, пока там признаки, когда уже признаки заболевания начинают как-то, если даже совершенно не опасное заболевание, все равно он вынужден с этим как-то бороться. Да? И возникает, ему надо что-то делать, а у него какие-то, может быть, даже не обязательно заболевания, может вообще быть всегда здоров, а какие-то события. И вот этот вот элемент, некой неожиданности, там, искусственно приведенный, если он ничего не делает, человек там, думает, что это все пройдет там проще, без управления. Или он, например, просто получает как неожиданную величину, кто вот прогностикой не занимается. Тогда получается, что здесь ситуация именно в структуре управления вечностью, здесь очень мощный механизм понимания как бы корневой системы этой неожиданности, то есть выведение этого корня в структуру ожидаемых величин. Чего ждет Бог? Вот такой вопрос. Тогда получается, если мы
выводим эту структуру в структуру ожидания Бога, а Бог, понятно, чего Он ждет? Он осознание человека, то есть мы должны осознать структуру так, чтобы принести решение и показать, что мы не потому, что там как бы случайно что-то произошло, а потому что мы понимаем, как управлять этим процессом. Тогда получается Богу понятно, Он дает следующий путь развития. И вот следующий путь, где Бог уже дает, уже по нему наступать как бы проще человеку. Да? Но вот этот следующий путь, он, вообще говоря, существует всегда. То человеку всегда проще наступать на структуру, созданную Богом изначально. И вот если он начинает это понимать, то у него сливается воедино там дух, душа, сознание, физическое тело становится вечным в его духовном развитии. То есть каждый элемент познания — это есть вечность тела. Все как бы в копилку вечности тела при тех данных или даже при условии, что тело всегда вечно в этот момент. То есть такой как бы непрерывный механизм обмена информацией. Действие — вечное тело. Человек без действия не существует. Так как человек есть, существует, действие существует всегда. Даже первичным фактором, да, его создания. Получается, что человек вечен изначально. Вот мы пришли к автономному, в принципе, контуру вечности человека. И вот в структуре вечности это первая величина, которая возле структуры дает реальную вечность. Но структура — это все-таки понятие часто информационное, некие светоуровни, а что с ними делать потом? Вот именно реальная как бы фактология, да, реальное вещество вечности, так скажем. Вот мы в чистом виде выявили это вещество. Вот оно там светится и имеет какой-то объем, да. Ну, в древних каких-то текстах, например, выявление из чего-то такого вещества, и, например, можно было там выпить, съесть, и человек потом приобретал как бы эти свойства вещества, становился вечным. А вот если мы исходим из того, что, ну, не так вот, как там написано, что это физическое, например, вещество, но мы, например, в управлении, а что может быть гораздо сильнее, чем там физическое вещество? Потому что, насколько известно по описаниям, если так вот отчасти эту информацию посмотреть, то там требовалось что-то ограничивать, где-то конкретно находиться, то есть вещество было завязано на конкретные там регионы, где оно получено, и то есть какие-то ограничения, которые человек все равно не должен иметь. С точки зрения управления должен быть всегда вечен, куда бы он там не хотел идти, да? Где бы он не хотел находиться. Поэтому вот работа через структуру сознания все равно это более качественная, более как бы соответствующая задаче Бога характеристика. Получается, что мы должны здесь четко понимать, что выявление вещества может быть даже и материальным. То есть мы можем взять там кусок яблока, насытить информацией, яблоко будет иметь действительно вот при внешнем контроле, там, цифровом, прям свечении в этом месте, кусочек там не будет тлеть там, и так далее, и так далее. Это можно сделать даже вот с продуктами там какие-то питания. И как бы получается, что мы имеем действительно реально какое-то вещество. Но при всем при этом, чтобы человек реально жил вечно за счет просто сознания, он должен все время модулировать вот эту структуру в системе сознания. Вот он воспроизвел вещество в сознании, а что с ним дальше делать? Ну, если он отвлекся, оно как бы ушло в системе информации. Польза, конечно, есть, там он может там оздоровиться, еще что-то, но как бы ведь речь идет о реальном вечном развитии, значит, мы должны думать не просто об оздоровлении, которое является, в общем-то, минимумом, самым необходимым, да, для человека любого. Там норма событий, в принципе, тоже минимум, на самом деле, в этой системе. И получается, что когда большие массивы опять коллективного сознания, где неустойчивые процессы, там, возможность там, глобальной войны и так далее, мы начинаем регулировать вот эти большие процессы за счет стыковочных систем, как бы, то есть мы имеем фактически опять задачу управления большими массивами, но уже другого качества. Не управление там вечными какими-то процессами, а управление просто какими-то хаотичными как бы процессами, системами неожиданностей, да, так называемых, системно выраженных, может быть, в массиве возможного отрицательного действия. Может, оно и не произойдет. Но мир достаточно большой, мало ли там какая-нибудь комета где-то залетит. И получается, что мы должны уметь управлять системой по существу, опять же. Мы должны видеть начальную точку создания явления какого-то. Но в момент создания человека этого явления же не было отрицательного для человека. То есть мы должны понять, как сбалансировать мир с точки зрения начальной идеи Бога, именно вечной жизни, вечного развития. Он сам вечен, значит, идея заложена и
она реализована фактически в нас, получается, что мы можем вполне, как Бог делает, Он действие передает человеку, человек может передавать там другому, но он передает действие вообще всем объектам реальности. Получается, что исходя из этого мы вполне можем здесь выработать некую программу там, собственного вечного развития. Просто вот человек решил как-то там, простая задача. Некий студент, да, что-то он там долго решает, вот у него возникает задача, чтобы вообще все освоить, надо просто вечное количество лет. Например, мы допускаем такую мысль, да, из-за того, что там много очень текста или ему интересно какая-то наука. Вот он взял и себе создал как бы фронт вечности, он взял и придумал для себя. Для домохозяйки это большое количество дел там и так далее. Что-то можно себе придумать в ментальной сфере. Для идеолога, там, путешественника это бесконечное количество путешествий. Вот мы берем, например, значит, какой-то элемент, созданный человеком, как бы мыслью человека, да, самим человеком, и начинаем анализировать, что тогда нужно, вот просто практически, чтобы это создать реально. Вот в этой сфере, с точки зрения вот сегодняшней лекции, семинара, когда вы работаете одновременно, это уже уровень семинарского управления, вы начинаете, вот сейчас вот проработаете одновременно эту ситуацию, вот мы получили это вещество на сознание, что теперь с ним делать, да? Получается, что мы должны вещество сделать, во-первых, опять вот как бы невидимо, потому что вот принцип независимости, и здесь даже существует такой принцип, как неподотчетности объектов друг другу, то есть объект существует как бы сам по себе. Бог, он сам по себе, он же не перед своей какой-то там отдельной частью не отчитывается, это монолитная личность. И как существует тело человека, оно существует тоже, живет, развивается так, что там такого понятия нет, что зависимость одной руки от другой, да? Прямая зависимость, или одной клетки от другой. То есть вот есть принцип свободы действия любого объекта информации, он распространяется, вообще говоря, на все элементы, кроме специальных ситуаций, когда нужно там двумя руками на турнике отжиматься. Или что-то, не обязательно именно это. Да? Поэтому получается, что если мы значит, начинаем делать управление таким образом, что нам нужно эту вечность реально ощутить, во-первых, первое ощущение, вот волна, да, пришла, и вы видите, что вы там уже, да, вот эта волна, вы ее создали, во-первых, структурно, получили первую ответвленную как бы систему, то есть, реальный объект вечности, реальный свет вечности, который является, например, там, веществом вечности или, скажем так, механизмом вечности, можно так сказать. Почему я именно стал говорить сегодня именно о структурной системе вечности, потому что структура часто это механизм, который не обязательно в виде вещества, там, света какого-то выделен, а это механизм конкретно. И вот если мы получаем механизм на себя, то мы понимаем, что любые объекты преодолимы. В плане вечности все равно любое явление, любое действие все равно преодолимо в позитивную сторону. Это вот следующий уровень, как бы личностный уровень, где значит, личность показывает, человек показывает, что он понимает, что ему дает и показывает Бог. То есть тогда получается, что он не просто имеет уровень личностного плана, там, вечности, он начинает видеть уровень, что он это освоит обязательно. Он начинает понимать, что у него, вообще говоря, путь для освоения системы очень велик, он просто должен этим заниматься. А учитывая, что он может одновременно диагностировать время занятий, он понимает, что он это освоит. Вот следующий элемент в структуре и вот в этом, так называемом веществе, да, вечности, это уровень, как бы личной инициативы. Вот если, например, взять и посмотреть, откуда вообще берется инициатива, да, или там вечность действия, это все равно с какого-то пространства времени. Инициатива — это есть желание что-то сделать, значит, со средой действия, по крайней мере, человек соприкасается, да, на информацию. И если он взаимодействует, а он в любом случае взаимодействует со всей реальностью, то получается он с вечностью где-то соприкасается в любом действии, где он что-то хоть проявляет, какую-то инициативу. И вот как только человек уже инициативно решает жить вечно, вот уже следующий уровень, он решил, там, например, жить вечно. Тогда вот здесь вот уже начинается реализация реальных механизмов как бы управленческих, естественного управленческого. То есть он и так может жить вечно, в принципе, без инициативы. Просто живет и все вечно. Но вот как только он начинает уже делать управление, то тогда
возникает уже именно контролируемый уровень реализации структуры вечности. И вот здесь уже можно строить реальную и структуру, и вещество, и собственный путь. Вот основная задача — создать свой собственный путь в структуре этих конструкций управления. Мы можем построить огромное там светоздание, оно вечное, каждую клетку проследить, что светооптика действует на клетку, человек идет, он вечный, ничего с ним отрицательного не совершается, он себе нарабатывает эти элементы, но мы можем за этой конструкцией, пока мы ее строим, а где сам путь, где сами события, да? Мы должны, в принципе, выявить структуру собственных событий, осмыслить нашу собственную задачу. Вот мы заходим в большой светящийся храм. И там стоим, а что делать в этом храме? Где там продукт питания, где там магазин и так далее. То есть мы должны же там жить реально. И получается, что вот выявление структуры задачи в контексте именно построения внешней контролируемой величины, это уже вечность, перенесенная в тканевую структуру, например, в сердце. То есть мы перенесли построенную систему, когда мы поставили свои задачи. Бог поставил свои задачи, у него тело, с точки зрения уже внешнего восприятия вечное. Бог и так вечен, но чтобы все поняли, что он вечен, он поставил задачу, например, там, вечного развития. И когда вы видите структуру таким образом, как вот, сейчас я описал в плане приближения, да, к этому веществу, скажем, вечности, то здесь понятно, что любое, в общем-то, естественное состояние человека имеет механизм, где вот строить именно структуру вечности и вещество достаточно просто. Только можно строить, например, там физическим взглядом, кстати. Есть технология построения веществ просто физическим взглядом. Например, можно смотреть на, как-либо просто физическим зрением, и здесь как бы распределять просто, вот механическая величина, взять и мысленно распределить, куда смотрит левый глаз, и как вот работает правый, да, глаз. Вот если правый распространить на бесконечную величину, а левый сделать локальную систему, просто взять и сузить концентрацию. Вот я взял и представил себе, что с точки зрения левого глаза, например, вот здесь стоит луч, а здесь бесконечная величина. Стыковка луча и бесконечной величины — это уже первая как бы молекула вечности. Причем она имеет молекулярный вид, можно прямо посмотреть, как там крутится система управления. Можно задать спектр, можно увидеть бесконечный свет там и так далее. И вот если вы отсюда выкручиваете бесконечный свет, вот он светит, вы все время находитесь в вечности. Ведь что такое вообще, что за состояние человек вечный? Он находится в этой среде фактически, информационной, да, светооптической среде, на уровне своего восприятия, собственно, прежде всего. Он должен лично диагностировать и контролировать, что так, как вот человек в танке едет, там он четко понимает, что он находится в танке, и у него в системе жизнеобеспечения он защищен. Вот это примерно то же самое состояние. Он должен четко понимать, что он находится именно в реальной вечной среде. Любой признак, который этому не соответствует, там, возможно, заболевание, там, он может просто вообще быть абсолютно здоров, тогда это уже какие-то теоретические признаки, возможное событие, которое может это состояние нарушить, да? Тогда получается, что выявление событийной линии очень важная величина в данной концепции. И если событие не соответствует этому явлению, любое, то получается, что, или этому состоянию, так скажем, человек вынужден на это отвлекаться. Причем достаточно серьезно. Для данного состояния информативная величина такова, что нужно четко знать последствия любого события. И вот еще, получается, следующий уже критерий построения вечности — это структура как бы критериальная. То есть вы должны, по крайней мере, знать критерий события. То есть важно четко понимать, что из события получится. А знать критерии, как правило, знать вообще точно придется. Вот именно уровень точного знания, да, вы выходите на систему точного знания. Значит, точное знание события какого-либо, или как управлять событием, можно так назвать. Потому что события разные, мы же управленцы, нам надо управлять. Точное знание — это и есть критерии как бы концентрированной вечности, выраженные фактически в действии, в информации, в знаниях. Это обобщенная величина, которая позволяет духовно уже человеку двигаться на естественном уровне. Ему не нужно
каких-то оптических моделей там наворачивать, да, большое количество на себя. Ему достаточно знать, что сейчас делать. И когда вот таким образом человек, например, начинает уже воспринимать вечность, то он начинает, во-первых, более интенсивно помогать другим, то есть от него тогда вечность, она как бы светится как знание. То есть он уже даже и не скрывает, ведь в вечности нет понятия преграды. Знание, которое есть у человека, оно моментально передается на уровне вообще того, что другие понимают, причем это знание. На уровне просто даже не свечения, а на уровне знания. Знание имеет характеристики как бы умозрительной величины. Что думает и знает человек, сразу понятно другим с точки зрения вечного развития. Ну, это не конкретно какой-то внутренний план личностного мышления, а именно механизм вечности. Вот чем люди больше знают механизм вечности, тем им проще передавать знания друг другу. И вот когда человек смотрит во внешнюю реальность и, например, если, вот как я объяснил, там левый глаз — это, например, луч концентрированный, а правый — это макросистема, то это в случае, если мы смотрим на обычную там некую среду, там, где, например, нет людей. Но если мы смотрим на человека, то вечность уже существует. Вот в чем разница. Там не нужно там, делать оптические концентрации, не нужно значит, концентрировать там левый глаз, правый, как-то вот тратить время на это. Человек уже источник той информации, где содержится вечность в полном, причем виде, в гармоничном. И если мы, например, видим распространение, вот, так как ничего нельзя забирать, да, то есть человек вечный, но там кусок вечности никакой там передать в принципе нельзя, это знание. И вот это вот состояние, когда человек видит структуру знания другого в вечном развитии, то в принципе вот это есть величина бесконечного мира. То есть мир бесконечный, мир, естественно, содержит все знания, включая там, например, всеобщее воскрешение. Это уже, в данном случае это уже просто логически понятно, что так как у человека есть все знания, но, естественно, люди такой вопрос ставят, и он должен, понятно, что решиться. Поэтому в этой системе понятие всеобщего воскрешения — это просто элемент логического действия. Или там элемент вечного развития — это опять же логика первичного желания Бога и человека. И вот здесь вот четко вырисовывается разница между действиями желания Бога и человека. То есть человек, хотя он видит, что ему, может быть, там придется потрудиться, да, нельзя сказать, что это сложно, но большое количество событий, так скажем. И вот когда пресс большого количества событий выводит вас в норму в этом состоянии, все, вы уже как бы цикл вечности перевели на себя, то есть замкнули управление на себя полностью. То есть сверхвысокий массив, то есть сверхвысокая концентрация всех будущих событий, и вы в этот момент спокойно, ну, что-то делаете, там, едите мороженое, ходите, гуляете, и вот когда вы это осознаете, видите, да, то ваша автономная система, вот, я говорил, как в танке, а в данном случае вам не надо быть в танке, вы совершенно свободны, вы гармоничны, и вы в этот момент вечны. То есть вы не отличаетесь, проще говоря, от других никак, тех, кто еще там не освоил эту технологию. И вот когда вы начинаете эту систему понимать, то есть ну, пролонгировать на других, то здесь понятно, что сказать, что вечно, можно по тому, как вы передаете структуру другим, получается. Вот здесь вот критерий будет уже такой. Ваш свет, который идет, или ваши знания, которые идут к другим, и другие начинают этот свет иметь, значит, это говорит о том, что вы структуру вечности держите, ну, как бы в нужной мере, да, в нужной концентрации. Это не говорит о том, что вам нужно там именно очень много людей научить, например, да, или же, проходя по тротуару, как бы, ну, самопроизвольно кому-то этот свет послать, ну, от вашего свечения, ваших знаний. Там достаточно бывает убедиться там раз, и вам хватает там надолго, там, на месяц, два, три, что вы этот свет имеете. При этом вы можете там миллион обучить, а можете каким-то другим делом заниматься. Но лучше, конечно, обучать. Вот именно обучение, передача знаний, не обязательно явная там словами, а именно вот светом, именно брать и передавать свет вечности людям, значит, ну, которые где-то, может быть, каким-то людям, которые вот просто незнакомые, но вы видите, что вот нужно передать. И обратите внимание, что ваше тело периодически, если за собой понаблюдать, вот эти волны вечности передает. Причем тело работает как система инициативы, собственно говоря, самого тела. Это несколько такое необычное состояние для человека, видимо, когда он начинает присматриваться, что тело периодически излучает вечность и как бы другим
передает как некую информацию или как некую помощь. И когда вы уже научитесь видеть вот эту работу тела, то вы научитесь, как некий экспандер, научитесь видеть, как тогда регулировать данный процесс. То есть вы, например, идете где-то по лесу там, или просто гуляете, или в любой системе, начинаете видеть взаимодействие физического тела, например, да, и практически видеть, что тело может быть, например, таким, что вы видите определяющие факторы тела. То есть вам нужно видеть, что необходимо делать, например, вашему телу, чтобы там, сделать какое-то управление там, на бесконечность, то есть именно физическому телу. И когда, например, вы видите этот фактор управления, как бы в общем плане, да, в бесконечном, то видно, что тело, то есть душа, дух, сознание воспринимает бесконечность часто как свет. Значит, и вот этот свет, он в принципе такой, что вы начинаете видеть как бы причину любого явления, которое касается вас. То есть вот как только вы эту причину начинаете видеть любого явления, то в принципе вы уже определяете механизм реакции, да, своей собственной, там, внешней среды, потому что Бог, Он же видит все явления, и все явления касаются Его, как бы самопроизвольно. Мы это понимаем, что Бога касается все, что происходит в мире, и Он же как человек на определенном уровне это воспринимает и, в общем-то, практически умеет за счет там, частного мнения управлять всеми явлениями реальности. Значит, какая там особая разница, человек, если он переходит на такую позицию, и хотя бы то управление, которое его касается, он начинает воспринимать, то это очень мощный механизм управления, построенный именно на структуре, когда внешние ваши знания, фактически, да, которые как бы содержатся во внешних ячейках, где вы структурируете вечность, это знание передает вам путь, определенный уровень определенного управления, и вы получаете это управление как систему защищенных знаний. Потому что если знание где-то находится вне, как бы вас, да, физического тела, так скажем, то вы только знаете, в какой, что ли, ячейке, точке информации это есть. И когда внешнее знание, структурированное на вечность, ваше собственное, значит, дает вам управление в текущее время, то есть вы получаете вот этот свет, то ясно, что ваше будущее всегда существует. И вот когда вы начинаете вот эту фактуру будущего рассматривать как структуру собственного знания именно, что это вот именно вами наработанное знание, вот в чем именно важность получения именно знания, что знание это величина, во-первых, она вечная сама по себе, во-вторых, это когда они ваши, вы всегда получаете точную координатную помощь, даже если какие-то проблемы между вашим желанием действовать или там задачей действовать и как бы реализация существует, какие-то там, значит, вещи, которые мешают там, да, быстро реализовывать, то вот именно структура знания это есть то, что помогает вам, то есть вы саму себе помогаете. Например, как делает Бог. Кто может помочь Богу? Бог должен сам себе прежде всего помогать. Должен сам обеспечивать себе структуру, фактически как бы от самого себя. Вот если так посмотреть позицию Бога в управлении, особенно в вечности, куда бы он ни шел, он должен воспринимать свой собственный сигнал. Но Бог же, он организовывает также и позицию восприятия человека, то есть, значит, он должен создать структуру вечности такой, чтобы внешнее восприятие было именно таким, что он воспринимает именно свой сигнал. Например, для Бога все равно, не обязательно он должен воспринимать свой сигнал. Он может переконфигурировать там систему и на уровне там промежуточного действия считать, что это какой-то сигнал третий, но ведь Бог отвечает за все сигналы. Любой сигнал получается его. Для нас это понятно, да? И получается, что раз так, как только мы переходим уже к узловому такому основному уровню управления, что когда мы все сигналы воспринимаем как структуру собственной вечности, то есть собственного вечного развития, то есть мы видим себя, что мы познали этот процесс. Просто отсюда, кстати, есть реальное познание. Тогда все, вся внешняя система информации, она становится совершенно подконтрольной, то есть вы начинаетесь, ваша информация начинается из бесконечной величины там, создания вас, Богом изначально. И здесь вы видите структуру такую, что
именно умение отреагировать духовно, прежде всего, то точно духовно, состоянием души на сигнал, это и есть уже управление вечностью, где вечность, уже хотя она структурно построена, она уже существует материально. То есть вы вечны, потому что вы очень точно реагируете на внешнюю систему. А точная реакция — это и есть состояние вечности в том числе. Ведь в точности всегда, когда человек точно реагирует, он, значит, реагирует так, что он, как бы, если нужно, выправляет ситуацию, или он каким-то образом ее регулирует. Таким образом, вот в этой технике главное достичь точности в понимании вечности, в понимании внешнего сигнала, и вы уже имеете практический механизм реализации вечности для себя лично и для всех окружающих. Спасибо большое за внимание. На сегодня я закончил сегодняшний семинар.